Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о распространенном заблуждении среди остеопатов, кинезиологов и массажистов. Очень многие люди, такие специалисты, считают, что квадратная мышца поясницы может сделать ногу короткой. И есть даже книги, не буду называть автора, потому что любят они оскорблять в интернете, поэтому не буду упоминать автора, который об этом пишет. Но таких авторов очень много. И вы можете встретить, что пишут о том, что укорочение квадратной мышцы создает короткую ногу, сколиоз и так далее. Я сейчас вам докажу, что это заблуждение. Не может квадратная мышца поясницы создать короткую ногу. И вообще, вот мне часто пишут, почему вы там квадратную мышцу там не работаете? Работаю, но просто она обычно является не причиной, а следствием. Очень редко, когда она первопричина. Как правило, она страдает как следствие. Да, конечно, с ней нужно работать обязательно, но в понимании первопричин я еще редко встретишь, чтобы квадратная мышца была первопричиной. Только если человек делает какую-то особенную работу. Итак, я в своем видеокурсе рассказываю о наклоне таза в бок, боковом наклоне таза, да? Ну и у этого явления всего глобально только одна причина, это разница в длине ног. То есть здесь нога длиннее, здесь нога короче. При этом может быть, что одна нога стала короче или другая стала длиннее, может быть одновременно, одна стала короче, другая длиннее. Рассказывать о всех причинах сейчас я не буду, потому что это довольно большая лекция, и вы можете увидеть ее в видеокурсе. Но я хочу сказать, что всегда вот эта разница длины ног будет приводить к вот такому боковому наклону. Определить это можно только по вертелам. Вы не можете определять это по крыльям таза, потому что здесь может наслаиваться еще другие нарушения, как то скрутки, открытый таз и так далее, да? Поэтому только по вертелам можно это достоверно определить. Это, конечно, сложно, особенно если человек полный, но не суть. Так вот, когда мы имеем вот такой наклон, компенсаторно мы получим наклон грудной клетки в противоположную сторону, и здесь будет обязательно сдвиг. И что вы получите? У вас вот эта часть, она будет сокращена. И в том числе вот квадратная мышца, вот так она идет, она будет сокращаться. И вот это и запутывает многих специалистов. Они думают, что причина квадратной мышцы. Работают с ней, а таз никак не выравнивается. И не выровняется никогда. Почему? Потому что если бы квадратная мышца, они говорят как, что она подняла типа таз. Но тогда нога должна повиснуть в воздухе. Понимаете? Тогда нога повиснет в воздухе. Если вот ее вот так потянуло вверх, да, допустим, квадратной мышцей, но она тогда повиснет в воздухе. Ну и тело, естественно, упадет. И ноги все равно останутся одинаковой длины. У вас не произойдет разницы длины ног. У вас произойдет наклон корпуса. Давайте я нарисую это, как будет выглядеть осанка при укорочении квадратной мышцы поясницы. То есть таз у вас останется на месте, и никуда он не денется, ничего не произойдет с ним, с ногами. Вот, но у вас произойдет вот такой вот наклон. Я немножко утрированно рисую, на самом деле он не будет таким сильным, потому что у мышцы не такой большой ход. Но произойдет вот это. Либо может произойти другое явление. Если, допустим, здесь тоже есть укорочение дополнительно, тогда осанка будет выглядеть вот так. То есть здесь тоже возможны варианты, как бы это не будет одинаково у всех. Тогда даже наклона не произойдет. Но произойдет опускание ребра. Произойдет опускание ребра.
То есть квадратная мышца просто опустит последнее ребро. Все. И никакой разницы в длине ног не произойдет. И никакого бокового наклона таза не произойдет. Так что вот, господа коллеги, кто так считает, это вот, мягко говоря, ваше заблуждение. Вот по вот этой вот причине. Потому что ноге нужна опора. Если ее подтянет вверх таз, мышца, естественно, она стягивает с двух сторон. То есть она тянет, две точки приближает. И когда одна точка зафиксирована, тогда двигается вторая точка. Есть случаи, когда две. Здесь это невозможно, потому что таз-то, может быть, и подтягивает вверх, но нога-то все равно встает на пол. Поэтому разницы длины ног не получается. А вот сдвинуть ребро или наклонить корпус очень легко, потому что нету точки опоры у корпуса. Вот его сдвигает, сжимает и все. Вот она сжатая квадратная мышца поясницы. Вот такое положение. А с ногами ничего не произошло. Другое дело, что, конечно, если будет наклон, тело скомпенсирует, либо согнет ногу, либо сделает сдвиг таза, чтобы... Ну, это произойдет как? Если вот такой наклон, таз вот просто сдвинется сюда для равновесия, да? То есть ноги вот так станут тогда. Либо он согнет вот эту ногу просто, чтобы скомпенсировать наклон. Мы это часто видим при сколиозах, когда одна нога согнута, но это не первопричина, это компенсация сколиоза. Так что вот так будет выглядеть укорочение квадратной мышцы поясницы. И она всегда почти страдает компенсаторно. Ну, то есть, если, например, у вас есть действительно разница в длине ног, да, ну, по какой-то причине, да, я сейчас говорю не об анатомическом укорочении ноги, а, скажем, мышечном. Да, у вас она будет укороченной в спазме, с одной стороны. Ну, и это, конечно, будет там возникать триггеры, это будет давать боли в определенную, допустим, спину. Очень часто вот такой наклон таза, надо понимать, что освобождение триггера, оно, конечно, нужно и важно, я не спорю. Но этот триггер все время будет возвращаться, потому что есть причина. И очень-очень редко, когда это собственная причина. Ну, это когда человек там что-то поднимал, то есть перегружал эти мышцы, тогда да. В остальных случаях это следствие, и никогда она вам не даст короткую ногу, это квадратная мышца. Наоборот, короткая нога даст спазм квадратной мышцы с одной стороны. Вот такие мои взгляды.